Наше небольшое подразделение оборудовало блиндажи, огневые точки и наблюдательный пункт в одном из населенных пунктов. Погода была прохладной, на улицах было относительно сухо, дул небольшой ветер и достаточно ярко светило весеннее солнце. О поступившем приказе по смене дислокации и переходе на новое место базирования нам стало известно накануне вечера. Новый блиндаж и наблюдательный пункт был расположен в 400 метрах от уже привычного нам места, в котором я со своими боевыми товарищами проживал и нес службу уже как 1,5 месяца. За минувшую ночь мы перенесли в наш новый дом весь боекомплект, вещи общего пользования, запас продовольствия и питьевой воды. Нашей задачей оставался перенос своих личных вещей. Но за ночь было затрачено много сил и энергии, ужасно хотелось отдохнуть, поспать, так как до этой ночи спать порой приходилось по 2-4 часа в сутки. Мы выставили сменные посты, свободное от несения службы, ребята увалились без задних ног, мгновенно провалившись в глубокий сон. Вместе с нами в блиндаже проживал брошенный пес по кличке Барсик. На момент, когда мы его подобрали, ему было не больше 3 месяцев от роду. Проснувшись с утра, выпив горячий кофе, мы начали паковать свои личные вещи по рюкзакам и вещмешкам. Справившись с этим несложным заданием, мы начали выносить рюкзаки во двор, складывая их в одно место. Нас было немного, всего 6 человек, но вещей оказалось больше, чем ожидалось. У каждого, как минимум, рюкзак, спальный мешок и вещмешок, непосредственно для выхода на выполнение боевых задач. В этот момент прилетел вражеский беспилотник. Могу предположить, что он сфотографировал место складирования вещей и начал корректировать на нас огонь минометного расчета. В нашу сторону полетели 82 мм мины. Выход, 3 секунды, свист, разрыв. Через 1,5 минуты все повторяется. Выход, 3 секунды, свист, разрыв. И снова, и снова. Нам ничего не оставалось, как укрыться в блиндаже и переждать минометный обстрел, но не тут-то было. Вещи, лежавшие во дворе, не давали покоя противнику, у него было непреодолимое желание разобрать блиндаж и похоронить нас на месте. Для подавления нашей позиции противник, не прекращая минометного обстрела, выслал груженный вагами беспилотник. В последующем минометный обстрел прекратился, а вот беспилотников с вагами в небе появилось гораздо больше. Как только один беспилотник отработал и ушел на загрузку, тут же на его месте появляется другой и начинает работу по нашей позиции. Так продолжалось ни много ни мало 4,5 часа. Где же находился Барсик в момент обстрелов? Я не знаю. Он каждое утро куда-то убегал. Может, он бегал к дому, где проживал до войны в поисках своих прежних хозяев, а может, в поисках своей мамы? Это уже не важно. Но придя обратно, в коротких перерывах между обстрелами, мы услышали, как громко заскулил пес. Он пулей влетел в укрытие и, шмыгнув под кровать, забился в угол с перепуганными глазами. Мы его звали, чтобы он вылез, но пес продолжал укрываться в своем убежище, не реагируя на наши призывы выйти оттуда. В один момент не было слышно ни разрывов, ни звуков приближающегося беспилотника, и мы решили действовать. Нам необходимо было убрать вещи со двора, закидав их в сарай. Выскочив из укрытия, я и еще 2 товарищей встали цепочкой и из рук в руки начали передавать лежавшие на открытке рюкзаки, вещмешки и спальники. Я расположился у входа в сарай у открытой двери и ловко закидывал передаваемые мне вещи вглубь сарая. Когда был заброшен последний вещмешок, боевой товарищ довольно громко, но осторожно сказал мне: «Плутон, не дергайся». В этот момент тыча пальцем мне куда-то под ноги. Не совершая резких движений, я опустил взгляд вниз в направлении пальца. Сзади, возле моей пятки, в считанных 2-3 сантиметрах, лежал не разорвавшийся ВАГ. Одно неловкое движение могло привести к трагедии, и все это понимали. Я аккуратно отодвинул ногу от вага, сделал еще пару осторожных шагов в сторону и, с большим облегчением, выдохнул. Что произошло? Почему ВАГ не разорвался при соприкосновении с твердой поверхностью? Почему пес скулил и не хотел выходить из своего укрытия? Ответ очевиден. Когда в перерывах между разрывами Барсик попытался проникнуть в блиндаж, в этот момент с беспилотника был сброшен очередной ВАГ. Этот боеприпас, почти достигнув входа в блиндаж, где должен был разорваться, по касательной прошел по спине Барсика. Рикошет изменил его угол наклона и траекторию падения. Взрыватель, в свою очередь, не коснулся земли, поэтому не разорвавшийся ВАГ откатился в сторону. В последующем мы расстреляли этот ВАГ из автомата. От разрыва осколки, конечно, повредили наши личные вещи, но это пустяк, если представить, что могло бы произойти.
Верный пес Барсик так и продолжил нести с нами службу живым и невредимым. Честно говоря, этот случай с Вагом укрепил его дух. Он перестал бояться стрелкового оружия, разрывов мин и снарядов. Так мы обзавелись боевым другом, Барсиком. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!